Всем привет! Сегодня на видео POE-коммутатор для видеонаблюдения. Давно я уже заказал его на AliExpress. Вот только дошли руки показать вам и самому включить его. Ну, правда, уже в одном из видео я его просто подключал к нему камеры. Ненадолго показывал вам именно разветвители для подключения двух камер по одному кабелю. Переходите на видео. Есть такие вот моменты, уже готовые решения. То есть по одному кабелю подключаем две POE камеры. Ну и также давно я уже показывал вам вот такие решения. Также кому интересно, можно заказать и уже подключить готовые решения. Все ссылки на полезные видеообзоры в описании к видео. По этому коммутатору. POE Switch, модель POE 208D. Все характеристики стандарт IEE 802 3AF AT. Активный POE коммутатор. Питание 52 вольта, мощность общая 65 ватт. 100 вольт, 240 вольт, входящее напряжение можно подключать. Такая вот коробка. Очень все как бы приятно. Сразу изначально POE и китайский язык инструкция и на английском. Также все понятные характеристики можно перевести, краткое описание, как работает коммутатор, какие защиты имеет, и все моменты. Все здесь также предупреждения, ответы на вопросы, почему у меня не работает камера. Ну, там такие ответы основные, что для этого нужно проверить обжатие кабеля и все остальные моменты. Инструкция полезная. Какой плюс? Первый самый, что коммутатор имеет встроенный блок питания. Видите, отдельно блока питания нету. Привыкли мы всегда, что приходит POE-коммутатор, коробочка, а к нему еще отдельно идет коробка блок питания с кабелями. Тут все вот в одном. Смотрите, небольшой такой коробок, а в нем и блок питания уже, и вся начинка. Та же самая наклейка с теми же самыми характеристиками. Металлический корпус, вентиляция, заземление, 8 портов POE и порт для подключения к интернету и подключения к видеорегистратора к POE коммутатору. И также имеется функция Extend. Стандартная длина кабеля, используемая для подключения POE камер, многие знают, кто не знает, говорю, до 100 метров. Но вот с помощью функции Extend при ее включении можно расширить, то есть увеличить длину кабеля. Расширить сигнал на длину кабеля до 250 метров, как заявлено. Но первое, что должны учитывать, это качество кабеля. Ну и нагрузка на другом конце, какая у нас находится. При этом, скорее всего, скорость будет теряться. Будет где-то 10 мегабит. И понятно, что на 250 метров уже камеру 8-мегапиксельную, наверное, подключить не получится. Пишите в комментарии, пожалуйста, кто пользовался. Отпишитесь, пожалуйста, по результатам. На какую длину, какая камера у вас работала при включении, вот, например, даже функции Extend, с ней и без нее. Кому актуальна тема крепления, могли заметить, что имеются в корпусе крепления для установки на стену. И здесь имеются также 4 с двух сторон резьбовые крепления, нарезанная резьба в крышке. Также, наверное, для крепления где-то коммутатора в шкафу. Ну и давайте посмотрим начинку. Стандартный корпус, как у видеорегистраторов. Все металл. И вот начинка самого устройства. Что-то прямо сильно так чересчур залито. Все эти моменты. Кому интересно, приближаю, а вы уже рассматривайте и пишите свои комментарии. Кстати, все заменяемо, как конструктор. Корпус остается, модуль этот откручивается, отсоединяется там, да, вот фишка, разъем, в случае чего заменяется. Также и блок питания.
Откручивается, фишка отсоединяется, разъемы все, и заменяется или же ремонтируется. Ну, я так понимаю, блок питания полностью ремонтопригодный. Многие скажут, в чем прикол, я купил бы POE видеорегистратор, уже все в одном корпусе, видеорегистратор и POE Switch, можно сказать, немного больше коробочка. Все удобно, подключаю к нему камеру, подключаю кабелем видеорегистратор к роутеру, и проблем нету, все работает. Да, идеальный вариант для быстрого подключения, ну и надежного, в общем-то, использования. Но это тот вариант, вот показываю вам, например, для чего. Когда у вас POE Switch установлен где-то в техническом, например, помещении, там, где соответствуют условия его установки. А видеорегистратор вы имеете вот такой вот коробочек небольшой, который установлен у вас в комнате, подключен рядом с телевизором, подключен HDMI кабелем в телевизор. На телевизоре вы ведете онлайн видеонаблюдение. В него установлена карта памяти или диск подключен внешний. И сохраняется информация на этих носителях. Но также он полностью может заменить тот огромный видеорегистратор, в котором все установлено. Питание в одном месте, видеорегистратор в другом месте. Питание, например, двухэтажный у вас дом или подвальное помещение имеется. В подвальном помещении в техническом. А видеорегистратор у вас на втором этаже в комнате в жилой установлен, тихо себе работает. Вы управляете им, смотрите с него информацию. По подключению камер. Желательно, конечно, чтобы это была POE камера. Вот, например, у нас 3 мегапикселя, вольтаж 12 вольт, дробь 48 вольт POE. То есть вариант подключения, могу камеру подключать и 12 вольтами, и 48 вольтами. Если в случае у вас есть камера 12-вольтовая, не хотите вы с ней расставаться, устраивает она вас полностью, если еще и Sony матрица установлена, можно использовать для подключения к этому POE коммутатору через вот такой вот POE сплиттер. Показывал я вам уже много видео, используют люди их, и все нормально. Сюда приходит по одному кабелю от POE коммутатора данные и питание 48 вольт, а уже на камеру через него преобразовываются, и камера питается 12 вольтами, если у нее нет возможности питаться 48 вольтами. Такое вот устройство продается отдельно на Алиэкспрессе, можете заказывать и пользоваться своими 12-вольтовыми камерами, подключая их уже в вашу новую POE систему, которую вы, например, вот задумали установить. Давайте подключим, посмотрю, как работает, проведем небольшое испытание данного устройства. 250 метров кабеля у меня нету, но 110 есть. Хотелось бы, конечно, испытать функцию Extend вот эту, но будет возможность, испытаю ее в следующий раз. Так, подключил питание без нагрузки. Такая вот индикация. Так, если включаем функцию, понятно, что светится. Включается индикация на функцию. Переключатель в режиме OFF, просто подсвечивается питание. В домашней сети у меня роутер, понятно, есть. Вот от него кабель. Подключаю в разъем LAN 1 кабель от роутера. И просто теперь подключаю одним кабелем POE камеру. Давайте будем считать, что это кабель, ну, там 30-50 метров пускай. И подключаю в первый разъем. Пауза какая-то есть. Коммутатор считывает информацию, какая камера подключена, есть ли замыкание и все остальные дела. Камера прощелкала. Так, прислал мне роутер сообщение в приложение, что новое устройство подключено в сеть домашнюю. И это вот эта камера. Сейчас я ее выведу на видеорегистратор. И давайте вторую камеру также подключим. Давайте в 4-й порт кабель. Опять же, конечно, будет интересно на большую длину подключать. Но я просто проверяю работоспособность. Так, камера запитана. Ну, такой паузы большой нету. Как обычно, опрос делается быстро.
Добавил камеры на видеорегистратор, и по быстрому миганию светодиодов видно, что все в работе. Камеры на видеорегистраторе одна, вот, на себя направляю, и вторая также на себя направляю. Отлично, очень удобное и быстрое подключение по POE. Имею витую пару, расстояние где-то здесь метраж остался около 110 метров, наверное. Так, где же здесь? 305 метров один конец. И второй конец у нас, где-то я смотрел, 195 метров. Сейчас подключу этим кабелем камеру, одну из камер, и посмотрим работу. Получится, наверное, испытать, я надеюсь, эту функцию расширения и на этом метраже кабеля. Смотрите, камера не прогружается в сеть, то есть не хватает ей, по идее, питания. Сейчас я активирую функцию Extend, следим за изменением свечения, показания световой индикации. Камера на видеорегистраторе не активна, пропала. И вот сейчас появилась. Вот камера лежит, работает в коробке. Вот я ее направил на себя. На этом метраже кабеля тоже без функции расширения, считайте больше 100 метров, не получалось активировать камеру. Сейчас камера активна и в домашней сети работает штатно. При этом также вторая камера подключена по обычному короткому кабелю, ну, который я ее первый раз подключал. Также работает она штатно и нормально. На сегодня все. Отличные коммутаторы, можно смело заказывать. Кстати, многие пользуются ими. По ссылке зайдете, почитаете отзывы, комментарии. Люди только хорошо о них отзываются. Можно покупать и устанавливать без всяких вопросов. Тем более это все уже доступно. Можно покупать 4-портовые, 8, 16. Зайдите и посмотрите, на ваш выбор. Соответственно, мощность другая будет у коммутатора. На сегодня все. Подписывайтесь на группу чат в Телеграме по видеонаблюдению. Специально создал. Помогаем друг другу. Мой Телеграм-канал. Могу подобрать вам ссылки, дать на камеры, на коммутаторы, на видеорегистраторы. Останется вам только заказать это все на AliExpress. Всем удачи и до следующих видео.